Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня хочу с вами поделиться одним очень вкусным рецептом, который, как я считаю, является визитной карточкой Северного Кавказа. Буду готовить хачины, но не на дрожжевом тесте, который готовила у меня в гостях моя подруга, а на бездрожжевом. Особенно этот рецепт понравится тем, кто не любит тесто на дрожжах. Но кто любит, им понравится и этот рецепт. Я рекомендую вам досмотреть это видео до конца, чтобы ничего не пропустить, чтобы ваши хачины не рвались. Расскажу все секреты их приготовления, все до малейших подробностей. Давайте готовить вместе. Я очистила картофель, сейчас поставлю его вариться. Картофель у меня довольно крупный, поэтому я режу его на 4 части. Весь картофель отправляю в кастрюлю и заливаю горячей водой. Вот столько воды будет достаточно. Ставлю на плиту, накрываю крышкой, пусть варится. Тесто я буду замешивать в миксере, чтобы быстрее вам показать рецепт. Естественно, можно его замесить руками. В дежу миксера я отправляю теплый кефир. Я его слегка нагрела, чтобы он был тепленький. Сюда же в кефир отправляю пол чайной ложки соды. Размешиваю слегка. И вот отсюда все тоже соберу. Вот видите, сколько осталось в ковшике кефира. Премию тому, кто придумал силиконовые лопатки. И сюда же отправляю чайную ложку соли. Вот так. Опять перемешиваю. Я сначала перемешиваю с содой, чтобы она начала реакцию свою с кефиром, а потом добавляю соль. Вы делаете, как вам удобно. Хотите, все сразу добавляйте. Теперь сюда отправляю муку. Вот и все тесто из минимального количества ингредиентов. Муку, как всегда, не всю сразу, а частями. Мука заранее просеянная. Все ингредиенты и их количество вы, как всегда, найдете в описании под видео. У меня на 600 мл кефира ушло 700 граммов муки, но вы всегда ориентируйтесь по своему тесту, потому что у меня, во-первых, кефир был 2,5%, не густой, не жирный, и мука у всех разная, а тесто должно получиться вот такое нежное и мягкое. Я сейчас покажу вам, какое по консистенции должно быть тесто. Я слегка присыплю мукой поверхность. Такое, видите, оно липнет слегка к рукам, но муку я больше не добавляю. Слегка его подмешу теперь. И оставляю тесто отдыхать. Я в пакет не убираю, накрываю этим же дежой миксера, в котором тесто размешивалось, и даю отдыхать, а сама пока занимаюсь начинкой. Картошка сварилась, мягкая, вот разваливается уже при протыкании вилкой. Выключаю и сливаю воду. В воде ни в коем случае картошку оставлять не надо, чтобы она в себя ее не впитала. Обязательно, как сварилась, слейте остатки воды. Для начинки я смешиваю картофель и сыр. Сколько чего тоже напишу в описании, но зависит от солености вашего сыра. Сколько будет сыра, сколько картофеля, регулируйте по вкусу. Но обязательно начинка должна быть немного солоноватая. Если она будет у вас пресная, хачины ваши будут пресными и невкусными. Начинку смотрите, чтобы была солененькая. Решетку на мясорубку я поставила мелкую. Чтобы понять, что со вкусом, нужно на каком-то этапе остановиться, перемешать начинку, попробовать и понять, чего добавить: картошки еще или сыра, или и того, и другого. Но обязательно нужно перемешать и попробовать. Как я и предполагала, мне сыру вот эти 2 кусочка не понадобится, не зря я их не нарезала, а картофель я дотру. У меня сыр достаточно соленый. Сколько у меня ушло, я вам напишу.
После того, как хорошо все смешала, убираю вилку и размешиваю руками. Домешиваю, вернее, эту начинку руками. Ее нужно почувствовать. Когда вы помешаете, вы поймете, что она у вас сделана правильно. Начинка будет как будто бы слегка пружинить в руках. И будет в ней такая воздушность. Начинку я перемешала и теперь формирую из нее колобочки. Конечно, никто никогда их не взвешивает. Вот они прям воздушные. Лепим как снежки. Таким образом скатаю всю начинку. Ну, у меня, как всегда, магическое число 11. Получилось 11 колобков. Я думала, штук 12 будет, но, как всегда, 11. Вот такие шарики скатала, пока я занималась начинкой. Вот, чтобы вам видно было. Положу все на тарелочку. Вот. Пока занималась начинкой, тесто уже отдохнуло, поэтому можно приступать к лепке наших ветчинов. Теперь вернемся к тесту. Оно полежало, отдохнуло. Сейчас его надо тоже разделить на определенное количество равных колобочков. Теперь скатываю шарики, колобочки из теста. Вот так. И ставлю на муку. Тут уже регулирую, больше, меньше какой, чтобы примерно были одинаковые. Катайте колобочки так, как вам удобно. Мне удобно так, кому-то удобно вот так на столе. Мне так совсем неудобно. Я накрываю пакетом и сверху полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Вот так. Для вас взвесила колобочки. Получилось, что и начинка, и тесто, примерно каждый колобочек весит 120 граммов. Это я вам так, чтобы вы, девочки, кто еще не готовил, кто первый раз, ну, чтобы ориентировались, сколько чего должно быть. И вторую половину я также из шариков скатываю колобочки. Вот так слепила 11 колобочков из теста. Получился каждый колобочек от 120 до 130 грамм и 11 колобочков из начинки. Теперь присыпаю мукой поверхность и начинаю с первого, который начала раскатывать первый шарик. С него начинаю. Сразу полностью не раскатываем. Вот так делаем лепешечку. Слегка ее вот так раскатываю. И помещаю сюда начинку. Теперь собираю эту начинку в серединке. Вот так. Кому как удобно, я вот так заворачиваю. Вот так скручиваю тесто. Теперь переворачиваю. Еще немножко муки. Переворачиваю. Вот так оставляю. И все, не трогаю, пока не раскатываю. Вот сюда положу. Потом беру следующую. И то же самое проделываю с ней. И опять сворачиваю, как я говорю, хинкали. Можно вот так, потихоньку, как видно вам, вот так. Вот так. Думаю, видно, да? Хорошенечко скрепляю. Вот так. Слегка приминаю. Переворачиваю. Вот так рукой, не скалкой, просто рукой приминаю. Откладываю в сторону. И так со всеми. Тесто полежало, отдохнуло и стало податливым. Его даже можно без скалки. Просто я так, чтобы быстрее, а так оно и без скалки расходится. А начинка, вот как прям, она должна быть легкой и пружинить, еще раз говорю. От начинки очень много зависит. Если вы сделаете правильно начинку, то все у вас получится. Можно вот так, раз, два, кому как удобно. И вот эти края. Вот так.
Включу сковородки, пусть разогреваются. Вот так конвертиком собираете. И потом вот эти уголки тоже. Начинаю с первой, которую первую раскатала, лепешечку начинкой заполнила. Начинаю с нее уже раскатывать. Раскатывать нужно аккуратненько. Старайтесь катать от центра к краям, чтобы начинка равномерно распределялась. Все. Вот так. Если видите, что у вас где-то лишняя мука, можете ее прям вот так спокойно стряхнуть. У меня сковородка 24 сантиметра. И вот так я буду прям на них выкладывать. Первый положила, тут же иду катаю второй. Тесто податливое, очень быстро раскатывается. Видите, буквально 2 раза уже лепешечка. И так как сковородки небольшие, диаметр небольшой, все очень быстро происходит. Вот так слегка встряхиваете. Тут можно вот так подровнять. Обычно я ставлю здесь доску, прям рядом с плитой, раскатываю, переворачиваю, очень удобно. Как подрумянились, переворачиваете. Потом можно еще раз повернуть. Видите, как надувается? Целенький. Можно даже чем-нибудь проткнуть, если этот вас смущает. Но он хорошо лежит, весь пропекается, поэтому даже не надо. Он сейчас потихоньку сам сдуется. А так, если видите, что края у вас не попадают, не прожариваются, можете дырочку сделать аккуратненько, чтобы он хорошенько пожарился. Все это у нас готово. Сюда. Переверну еще. Опа. Сразу смазываю маслом. Пока горячие. Если любите много масла, кладите много масла. Это уже на ваш вкус. Я кисточку возьму, я их добрую. Вот так кисточкой прям размазывайте. И следующий сверху кладете. И масло. Сейчас чуть подтает, а я другие кладу. Если будете замораживать, маслом смазывать не нужно. Вы их потом, когда остынут, в пакетики и в морозилку положите. А если замораживать не будете, будете есть сразу, то сразу смазывайте маслом. И быстренько они вот так поджариваются. Буквально 1,5 минутки с каждой стороны. И вот такая гора хачинов у нас получилась. Тоненькие такие, мягенькие, классные. Я накрываю сначала целлофаном, потом накрываю полотенцем, чтобы они, понятно, чтобы и полотенце не испачкать, и они мягкие, чтобы стали. И вот такие красивые хачины у нас получились. Не сомневайтесь, что они безумно вкусные, тонюсенькие. Можно и еще тоньше раскатать, но я считаю, что не нужно. Если вам нравится еще тоньше, раскатывайте еще тоньше, спокойно раскатаются. Ну и хочу вам показать. Вкус все равно передать не могу. Обычно режут, стопкой вот складывают и прям вот так режут. И когда большая компания, много людей, в семье много народу, их так и кушают. Мы каждый берем себе и каждый едим сколько кто сможет. Мы не разрезаем их сразу все. Это уже тоже каждого личное дело. Посмотрите, какие они тоненькие, как блинчики. В чем и самое удовольствие, что они вот такие тоненькие, нежные и вкусные. Попробуйте, вам понравится. Вот таким рецептом я сегодня хотела с вами поделиться. Надеюсь, вам понравилось. В принципе, он не может не понравиться, это очень вкусно. Хочу сказать всем большое спасибо за подписку. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока.